Званый ужин для альтернативных интеллектуалов. Новая масштабная CRPG в стиле, чтоб все было как в детстве. Созданная семейной четой Hannah and Joseph Games. Не путать с Hanna-Barbera. Прошлый их проект Serpent in the Staglands, также вдохновленный бородатой классикой, был встречен в лучшем случае сдержанным одобрением. Простых зевак отпугивала олдскульная пиксельная графика, из-за которой происходящее на экране становилось порой очень загадочным. А хардкорные фанаты видели непроработанные механики и банальную нехватку контента. Да и порог входа эти изуверы задрали явно под свои извращенные вкусы, из-за чего задача просто начать в Serpent in the Staglands играть становилась квестом похлеще тех, что впоследствии выпадали на долю главного героя Николая. Благо игра обзавелась инструкцией и... как бы ее назвать, поваренной книгой приключенца, в литературной форме, объясняющей основы мира и правила взаимодействия с ним, а также рассказывающей о местных обитателях. Ой, надеюсь, эта сопутка вышла сразу вместе с игрой, иначе слово «садисты» окажутся менее подходящим определением для этих пирожочков. До Banquet for Fools у Ханны и Джозефа Уильямс была еще киберпанк-игра Mecha Jama, по которой нам, если честно, тоже не мешало бы пройтись для лучшего понимания эволюции художественного стиля и технических навыков семейной четы. Но знаю о ней я не больше, чем написано на главной странице Габен Шопа, потому давайте оставим ее на потом в качестве домашнего задания. Тем более их главный семейный проект обещал не только учесть все грабли, но и переосмыслить графический стиль. В этот раз Ханна и Джо отошли от золотой коробочной, то есть Goldbox классики и взяли за основу классику платиновую, стилистически остановившись на уровне второй половины 90-х. Тогда CRPG начали серьезно заигрывать с 3D и пререндером. А еще в жанр начало проникать влияние экшен-RPG, по мере эволюции железа, набирающего силы. А что это значит для нас? То, что будет, скорее всего, больно, но хотя бы не для глаз. Делать новую игру решили в том же самолепном сеттинге, что и Serpent in the Staglands, но изменили время и место действия. Делали долго. Даже подключили игроков для обратной связи, выпустив в раннем доступе. В нормальном раннем доступе. Помариновавшись 1,5 годика, игра просто взяла и вышла. С косяками, с огрехами, с периодическими софтлоками. Но она вышла. Практически в полном объеме задуманного контента, которого пообещали навалить столько, что и сотни часов на изучение каждого закоулка окажется мало. Запасайтесь сидором, рисовым пивом, медовухой и прочими целебными снадобьями. Сегодня мы понаблюдаем за похождениями 4 алкоголиков во время пиршества для глупцов. Впрочем, до этого надо сначала пережить пролог, в котором дадут порулить всего одним героем по имени Асау, зато раскачанным до предела. Эдакий ликбез по боевой системе. Но не по сюжету. В прологе игра своим безмолвием заявляет о полнейшем нежелании объяснять происходящее. Кто мы, где мы, что мы, что за существо чмокнуло нас в лобик перед тем, как мы рванем в обитель, по-видимому, зла, откуда ранее хлынул целый океан, по-видимому, крови. Столько вопросов в первые 5 минут игры. И главное, по какому поводу стол накрыт? Да не стол, столы, столище. Не, тут как в Вангерах. Вас тупо десантируют в этот мир и делают вид, что вы уже и так все понимаете. И нет, дуэт безумцев не вынес весь игровой лор за пределы игры в необъятный талмуд и не планирует бомбардировать игрока длиннющими сюжетными экспозициями. Его вы не найдете и в описании древних портков и мощей былых обитателей. Он просто есть, где-то между строк. И теперь вы в нем, хотите того или нет. Из карточки Асава получается добыть только очень базовые сведения. Он расы Пасаарен с птичьими ногами, глубоко верует в местный пантеон, и он охотник на неких бескровных. Уж не знаю, на каких бескровных он охотится, но первой жертвой его крестового похода становятся вполне себе полнокровные местные аборигены лаковиниане, пусть и попавшие под контроль какой-то злой силы. А спросить-то некого. Единственных потенциальных собеседников мы режем на пути к цели, и даже пара выживших и сохранивших ясность ума лаковиниан разговорчивостью не отличаются. Может, игра соблаговолит что-то объяснить, когда Асау доберется до пресловутого храма, из которого хлынуло? И снова нет. Пролог закончится клиффхенгером, и после игра сделает скачок во времени аж на 300 лет в будущее. Отлично.
Где мы теперь? Кто мы теперь? Что мы теперь? Подождите, все вопросы по очереди. И на последние два игра предложит вам ответить самим. А что это значит? Правильно, генерёшка. Тех самых 4 алкоголиков, которых я вам обещал. Знаете, обычно я предпочитаю нырять в заинтересовавшие меня игры с головой и, так сказать, без страховки. Но к Banquet for Fools я не подходил, а подползал. Все-таки, когда тебе обещают игру в духе CRPG классики 90-х, в голову закрадывается подозрение. А до какой степени в духе? Доверие не добавляли и отзывы на Serpent in the Staglands, в которых пресловутая аудовость описывалась как помеха, затрудняющая банальное взаимодействие. Потому пробовать себя в банкете я начал издалека, с демки. И на создание первого действительно жизнеспособного отряда у меня ушло около 10 часов. Нет, не потому, что игра отказывалась как-то объяснять характеристики, навыки и влияние первых на вторых. Напротив, Banquet for Fools дружелюбно настолько, насколько это вообще возможно для такой комплексной игры с закосом под старину. И ключевые для владения тем или иным оружием статы она выделит, и все выкладки по расчету урона и точности попадания предоставит, и неочевидные навыки вроде посредничества и владения музыкальными инструментами разжует. Останется только понять, что нужно, полезно, ну или хотя бы прикольно. Отсюда и 10 часов экспериментов. Удобство создания персонажа тут сравнимо с генерёшкой протагонистов Baldur's Gate 3. Если вам было комфортно там, то и тут вы не найдете ничего из ряда вон выходящего. Так, создание челов. На выбор доступны аж 5 рас. Уже знакомые нам птиценогие пасарены, тараториты с волосами-змеями, неразрывно связанные с водой амитивиане, бледные как смерть крылатые обитатели пещер Воруховы, а также огромные йети, существа, созданные дриадами и теперь живущие в мире с прочими волингами. Кем-кем? А это собирательное название всех этих фантастических тварей. Грубо говоря, существа, ступающие по владениям Вол, где Вол — нечто вроде бога всея земли, эдакий эквивалент геи. Впрочем, все это разнообразие на игровой язык переводится как Йети и 4 остальные расы. Только эти большие ребята значительно отличаются от прочих форм жизни, в то время как выбор между пасааренами и прочими тараторитами носит скорее косметический характер. Окей. С расой, полом и телосложением определились. Определились же? Теперь осталось выбрать 3 доминирующие характеристики и 3 навыка, в которых ваш протеже будет экспертом. Ой, ну и тут начинается. Для мечей нужна сила и ловкость, для дубинок только сила, для луков ловкость и чувствительность, для магии аура и язычество. Проворность же нужна почти для всего, так как от нее зависит то, как быстро персонажи будут атаковать. И да, ловкость и проворность — это разные вещи. Не перепутай, козлодоев. Приходится искать баланс не только внутри отдельно взятого чела, но и в том, как ваш квартет будет компенсировать слабости друг друга. Планируете танка? Значит, придется брать владение щитом, самой тяжелой броней и каким-нибудь оружием. Ну и типа... все. С магами та же история. Аура и язычество обязательны. Минимум 2 школы магии обязательны. Специальная броня для чародеев желательно. Персонаж-универсал, умеющий понемногу все, не просто плохой персонаж. Это почти невозможный персонаж. Итак, с кем же мы пойдем местное зло наказывать? Реконор. Пасаарен с обостренным чувством справедливости. Местный эквивалент паладина и де-факто лидер команды. Лидер обычно потому, что после крупных заварушек остается последним, кто способен держаться на ногах, верует в старых богов и активно подтверждает свое мировоззрение ударами молота, пробивающего вражескую броню. Единственный в команде с тяжелым щитом. В общем, почти танк. Но танк с мозгами, не только встречающий опасность в лоб, но и способный с ее траектории вовремя сойти. Ревиэль. Тараторитка-язычница, черпает магические силы из бескрайних чертогов Вол и собственной силы духа, управляет лозой и фауной, затрудняя мобильность врагов и призывая себе помощников, требует постоянной подпитки духа. Если же восполнителей не осталось, может укусить союзника и восстановить силы за счет его жизненной энергии. Наверное, она могла бы кусать ослабленных и обездвиженных врагов, но Ревиэль знает, что друзья гораздо вкуснее.
и питательнее. Почитает дриад как существ, наиболее близких к Волу. Любит драгоценности, но по долгу службы вынуждена перемалывать их в пыль и, смешивая со своей кровью, использовать для создания магических рун. Впрочем, пару самоцветов хранит просто для красоты. Когда магия не вариант, кидается бомбами. Ревиэль знает толк в красивом взрыве. А на особый случай у нее припасены редкие и дорогие склянки подавления магии, замедления или иного ослабления особо ретивых гадов. Вирджил. Аметивианин – музыкант и пленитель женских сердец. Мастер пошлых частушек и едких насмешек. Может как мотивировать отряд сражаться эффективнее, так и огорчать неприятеля. С теми же, кто остается глух к музыке и литературе, ему помогает справиться лук и пика. Пика-пика. В быту его музыкальный слух пригодился всего пару раз. Зато как пригодился! Любит грибы. Грибы любят его в ответ и порой готовы поддержать в бою. Пытался найти общий язык также с водными и лесными обитателями, но за все приключение так и не смог. Грибы слишком моногамны и не терпят конкуренции. Шир. Душа воровки в теле простого стражника Варухова. Берет все, что посчитает нужным, плюет на законы своего господина. Шир – главная причина, по которой 3 других добряка не сдохли с голоду в первый же день за пределами города. Способна заболтать любого торговца и получить отличные скидки. А потом, будучи в скрытности, вломиться в дом этого самого торговца и облегчить его ношу, лишний раз напомнив ему о бренности материи. Обладает поразительной внимательностью, чует не только засады, но и схроны с ценным лутом. В бою владеет прощой. Как и Ревиэль, вооружена особыми патронами на случай, если по ее душе выйдет кто-то особенно крепкий. Без ее снарядов, разрушающих вражеские щиты, жизнь в этом мире превратилась бы в кошмар для всего квартета, так как одного Реконора с булавой на всех и каждого не хватало. Неплохо, да? Увы, в отряде не нашлось места великанам Йети. Просто потому, что они были 5-ми в списке, отчего до них не добрались руки. Оставлю детей дриад на будущее, когда Ханна и Джозеф Геймс пропачат игру до неузнаваемости и, возможно, даже добавят русскую локализацию. И вот после всех проверок и перепроверок, после целого расследования на тему того, какой персонаж каким образом будет дополнять отряд и помогать квартету справляться с невзгодами, можно, начать игру. И увидеть то, о чем я случайно умолчал в прологе, слишком увлекшись первыми впечатлениями. Графон. Уж не знаю, как авторы создавали персонажей, но двигаются в заставках и диалогах они прямо как в старых кукольных мультфильмах. Да и в целом обновленный дизайн мира, вырвавшийся из пиксельного плена Serpent in the Skylands, теперь очень сильно отдает эстетикой темного кристалла. Если не внешностью героев, то уж хотя бы подбором цветов и общей, простите за пошлость, атмосферой, которую создает игра. Ну и, разумеется, в глаза бросается влияние пререндерной графики конца 90-х. И вот тут начинается неоднозначная часть игры. Не потому, что местные рельефы выглядят коряво или неопрятно, отнюдь. Все окружение идеально гармонирует с общим стилем игры, и нареканий от блогера, ничего не понимающего в красоте, вообще не вызывает. Но как же с такой графикой да с фиксированным углом камеры бывает сложно отличить проходимую область от простой декорации? Сколько раз из-за случайного нажатия курсором где-то в углу видимой области я узнавал, что туда все-таки можно было пройти, отчего каждая новая местность со сложным ландшафтом приводила к перетыкай все во все подряд, а вот где-то есть тропинка. Итак, замут. Мы 4 стражников на службе у Эрзипеля Павуры из дома Лазур. Мы недавно прибыли на остров Инвимона помочь экспедиции в освоении диких земель, считавшихся священными. Пока вы прохлаждались в таверне, в здание влетел писарь и бросил клич: нужны 4 добровольцев для особой миссии. Представ перед Павурой, отряд выслушал задание. Пока Эрзипель вынужден будет покинуть остров со своими войсками, чтобы дать отпор агрессии дома Реназин, нам поручено исследовать причину исчезновения всех жителей деревни Дин Варенс. Ведь вся экспедиция была затеяна для того, чтобы засеять дикий остров Пеппуры и собрать поистине божественный урожай. Без этого пережить зиму для поселенцев будет невозможно. А еще Пеппура — это торговля. Не будет торговли, дом Лазур потеряет влияние и будет съеден рыбкой покрупнее. Ну что ж, пойдем поднимать целину. Название-то какое? Пеппура, блин. Когда же начальство отпустит нас на все 4 стороны, возникнет экзистенциальный вопрос. А дальше что?
Игра в ответ только разведет руками. Я не знаю, ты здесь главный, тебе и решать. Мешочек с изумрудами на личные хотелки – последнее дружеское напутствие от игры перед тем, как она оставит вас наедине с целым огромным островом Инвимона, на фоне которого и без того немаленький стартовый Фортон-Вазур покажется песчинкой. Не, ну правда, что делать-то? Пешком пойти в Дин Варанс? Павура вроде говорил о том, что поселение находится на востоке отсюда. А еще он говорил, что дозорные на маяке к северу должны передать квартету лодку и вьючного бычка. Может, сначала туда? Но едва мы выйдем на свежий воздух, нас на аудиенцию вызовет ведьма Валентина. Что, мне к ней бежать? Пока шли паровозиком к ведьме, Реконор разговорился со статуей богини солнца Севы и получил квест на убийство какой-то белой гревы. Кем бы она ни была. Мне теперь ее искать? Так, подождите. Куда тут падают квесты? А падают они прямиком в ваш мозг. Он же у вас есть? Открываете внутриигровые заметки, разворачиваете понравившийся свиток и записываете пальчиками с клавиатуры любую информацию, которую сочтете важной. Опционально можете еще озаглавить свое писание, чтобы выделить свиток среди прочих. Звучит как лютейшая душнилова. И таковым, в принципе, является. Но как же нежно игра душит. И в пару кликов свитки доступны, и вывести прямо на главный экран игры любую записку разрешат, и отдельный журнал заметок специально под диалоги вам предоставят. Все для людей. И воллингов. Причем конспектировать стоит не только квестодателей, но и вообще любое состояние игры, отличное от «ничего не происходит» и «происходит драка». Идет отряд по дороге, видит поляну с феями. Феи посылают отряд на 3 буквы. Я такой... Разворачиваю свиток и фиксирую услышанное. Авось пригодится. Хотя не, я делаю круче. Открываю карту местности и ставлю маркер с пометкой, что именно здесь мой отряд был послан феями на 3 буквы. Или прямо рисую эти 3 буквы карандашом поверх карты. Да, тут и такое есть. Разработчики в этом плане удивительно последовательны. Отбирая базовое удобство, они предлагают замену. Нет маркеров квестов? Вот вам горсть маркеров. Лепите. Нет квест-лога? Вот вам свитки. Пишите. Нет быстрого перемещения? Вот вам лодочники, которые за пригоршню изумрудов доставят хоть к черту на рога. Пришли в магазин, а он закрыт, так как ночь на дворе. Нажимаете кнопку «Ждать», ну и ждете. Столько игровых часов, сколько потребуется. Впрочем, если вас занесло в город Розафир, то лучше потратить это время в горячих источниках. Приятно, полезно и воллинги в купальниках. Да, банкет старомоден и порою неказист. И все же он не пытается довести до белого коленя, но слишком буквальной архаичностью. Ах да, в Banquet for Fools реализована динамическая смена времени суток и следующий из нее распорядок дня. Торговцы и батраки спят ночью, стражники вечером сдают пост и отправляются бухнуть пивка в таверну, а их место занимают те, кто будет стоять на стреме в ночь. И за каждым чувачком закреплена, если уж не личная квартирка, то хотя бы кроватка в казарме. Поэтому каждый город в игре как двуликий Янус. Днем он сулит одну часть приключений, а под покровом ночи прячет другую. Я в лучшем случае на 10-м эксперименте с отрядом мечты узнал, что у входа в казармы Фортон-Вазур стоит мужик, готовый разово прокачать владение основным оружием всем персонажам в группе. Бесплатно. Просто находится он там только по ночам. В свое оправдание скажу, что мне тяжело давалось чтение здешних диалогов, потому каких-то намеков на квесты или ценных жителей я просто мог не распознать. Язык в Banquet for Fools хоть и не пестрит зоартовскими оборотами, однако он сильно перегружен терминологией игрового мира. Все эти павуры, пипуры, топаду с топадинами и прочие падурии так выкручивают мозг, что он уже на 2-м длительном разговоре впадает в ступор. Я перестаю понимать, что тут происходит. Странный мир. В нем уживаются и всякая авторская выдумка вроде Грев, Бак, Санск и более понятные волки, лисы и котики. Видите кота? Обязательно почешите ему пузико. Бонус к характеристикам продлится всего несколько минут, а радость от взаимодействия с его пушистым величеством останется навсегда. И нет, обзор не проплачен кошачьим лобби. Ну, если не считать котиками этих замечательных людей, поддерживающих джемоварню на Бусти. Благодаря их добровольным удобрениям наша Пипура каждый год дает всходы и радует божественным урожаем.
А потом, проходя несколько степеней очистки, добирается до вас в виде новых роликов. Вы также можете присоединиться к дому Джема и быть на страже по-настоящему качественного контента на Ютубе, Рутубе, Вкубе и прочих площадках, по которым нынче приходится скакать из-за нестабильности современного мира. Даже символическая поддержка бустит боевой дух и разгоняет сердце похлеще двойного эспрессо из лавки Кавасии, выпитого залпом. За свою честную службу дому Джема вы получите ежемесячные отчеты о том, что делается на канале и за его пределами, а также доступ к эксклюзивным роликам. Однажды я обязательно придумаю, чем награждать супербустеров, выбирающих 2 последних уровня прокачки варенья, но пока могу лишь низко кланяться их доброте. Возвращаемся к обзору. Игра отказывается отвечать даже на вопрос, как эпическое застолье из пролога связано со всем остальным сюжетом про 4 стражников из дома Лазур. Типа, сами включайте детективы и стройте догадки. Единственное конкретное последствие, о котором упоминают, 300 лет назад где-то что-то случилось, и настала эра молчания. Приложение «Боги» перестало отвечать и было закрыто, оставив осиротевшие народы жить самостоятельно. И огромное спасибо чете Уильямсов за то, что они не ударились в оголтелую графоманию при сочинении диалогов. А ведь соблазн поди был велик. Но нет, лишь редкий собеседник атаковал отряд стеной текста. В основном местные лаконичны и конкретны до безобразия. Разработчики даже посмеялись над любителями градить буквы ради букв и ввели в сюжет монаха-графомана Джоффри. Тот прибыл на Инвимону с целью докопаться до причин молчания богов, но так сильно закопался, что был пойман в Аквиянских руинах и уплыл на остров к прочим изгнанникам. Когда же мы отправимся туда, чтобы найти монаха, писарь Павуры вручит нам его объяснительную. Огромный, просто бесконечный рулон каллиграфического текста с иллюстрациями. В нем Джоффри максимально подробно и литературно вспоминает, как докатился до жизни такой, начав рассказ чуть ли не от сотворения, и который я был вынужден прочитать целиком. Ведь в игре все так и работает. Чёрта с два она скажет, куда идти и что делать дальше. Надо голову включать. То, что банкет в принципе отправил нас на остров изгнанников монаха допытывать, редчайшая поблажка. Если уж сама игра говорит «надо», значит реально надо. Ну и раз я порочил обзор словами про атмосферу ранее, давайте разовьем тему. Она в Banquet for Fools очень меланхоличная и неброская. И эта неброскость выделяет ее на фоне прочего инди. С одной стороны, разработчики не превратили игру в полигон для своего остроумия. Персонажи не шутят через абзац, 4-ю стену не шатают и уж тем более не пытаются сделать из истории пародию на классические CRPG. С другой стороны, они не возводят мрачную эстетику визуального ряда в абсолют и не превращают персонажей в нытиков, истеричек и вечно депрессующих эмо. Тут же все как живые. Грубоватые простаки, важные чиновники, обаятельные баристы, дриады не от мира сего, мечтательные министрели, надменные боги, властные маршалы, в общении с которыми лучше держать язык за зубами, и никто не ощущается ни на своем месте. И какое счастье, что авторы не превратили игру в очередное социальное высказывание, которое так сильно любят современные разработчики от малого до велика. Но при этом игра не пресная. В ней есть странноватый юмор, который иногда выпрыгивает в сюжете как чертик из табакерки. Реконор никогда не был так близок к провалу, когда не смог выговорить имя бога, которого он только что с трудом умаслил подношением дороже жизни. На что бог, грустно вздохнув, позволил обращаться к нему по сокращенному имени. Попадались и квесты в стиле «добрые дела наказуемы», когда у меня так и чесались руки выключить нелетальный урон и прибить гадов, посмевших плюнуть в мои добрые намерения. Редкие встречи с одержимыми лишь напоминают о том, что смерть — это далеко не самое страшное, что может с тобой произойти в мире, созданном Ханной и Джозефом. Саундтрек лишь подчеркивает неброскую эстетику и меланхолический настрой. Отрешенная гитара, немного духовых, фоновые завывания, классическое заклинание призыва мурашек по спине. Когда музло добреет,
оно у меня начинает ассоциироваться с мелодиями Кая Розенкранца для готики. А когда мрачнеет, превращается чисто в Диабло. Одинокий кларнет, или гобой, вечно путаю их на слух, с которого начинается композиция The Trees Will Watch, отражает все настроение той части игры, где вы остаетесь наедине с островом и его тайнами. Чуть выделяются темы битв, которые уходят в ритмическое зацикливание и используют больше синтетических инструментов. Brawl звучит так, словно его нашли в дискографии Twice a Man в целом или в саундтреке Cooler World в частности. Но в остальном саундтрек — это такая единая конструкция, где даже переходы между композициями в альбоме ощущаются как логичное музыкальное развитие. Придрался бы только к балансу громкости завываний во всяких подземельях. Не знаю, будет ли это еще актуально на момент выхода обзора. Приходилось даже звук тише делать, а то от этого аж зубы сводило. Ну и продолжительность. Саундтрек длится без малого час, и за все 140 часов прохождения он буквально врос в мою долговременную память. А там места, знаете, не очень много. Практически полное нежелание Banquet for Fools вести игрока по сюжету — своеобразная фишка игры. Опекают тут ровно два первых квеста, когда надо получить снаряжение от дозорных у Северного маяка и когда надо расследовать обстоятельства пропажи мирных жителей в Дин Варенс. Получили, расследовали. Молодцы, теперь дальше сами. Остров, и так не маленький, но с появлением лодки пространства для исследования становятся просто необъятными. И это не пустые пространства. Я не буду спорить с тем, что несколько экранов вокруг стартового форта Нвазур значительно богаче по контенту, чем любая другая локация в игре. Но это не означает, что на задворках цивилизации совсем нечем заняться. Курсировал я по западным морям в поисках приключений, высаживался на мелкие острова. И тут внезапно Кракен. По окончании боя мой отряд даже обсудил произошедшее друг с другом. Да, 4 самолетных копа не молчаливые болванчики, а тоже какие-никакие персонажи. Я даже больше скажу. Дополнительные нюансы их личностей будут зависеть от того, какие характеристики и какие навыки вы им дадите в самом начале. Вирджил, будучи дамским угодником, попытается охмурить служанку в трактире и получить бесплатную выпивку. Шир попробует выторговать оплату сверхобозначенного при сдаче квеста. Реконор будет относиться к проявлениям воли старых богов с особым трепетом. А Ревиэль чувствовать в березах силу вол. Как в таком случае отъявленная язычница и верующий дубовом глотки друг другу не перегрызли? Загадка. Но бывали забавные случаи, когда один персонаж в диалоге буквально одергивал другого, когда того заносило. Жаль, что такие ситуации возникали редко. По крайней мере, в моем прохождении. Вообще, чем глубже я зарывался в Инвимону, тем больше игра напоминала мне Legend of Mana. Дело в том, что в Banquet for Fools нет линейного повествования, и вся сюжетная информация поступает прямиком из квестов. Из каких именно, заранее неизвестно. Получили задание спуститься в подвал и перебить то есть белых греф. Кто знает, каким ужасающим откровением персонажи придут в процессе. Ладно, утрирую. А вот то, что подсказка, ведущая к одному из 3 главных сюжетных событий, просто лежит в виде записки в сундуке, это уже чистая правда. Пропустили? Не повезло экспедиции, Пепура не взойдет. Но концовку и титры вы так или иначе получите. В этом смысле игра очень даже проходибельна. Не получается попасть в последнюю локацию одним способом, можно попробовать через черный ход. Чтобы получить приглашение на финальный замес, даже разговаривать не обязательно. Про выполнение каких-то там квестов я вообще молчу. Достаточно просто всегда быть в режиме «Халк ломать», и все нужные ключи соберутся сами.
Главное, не выкинуть их случайно. Да, любой выложенный из походной сумки предмет останется лежать там, где он был брошен. Но поди вспомни через 40 часов, где ты обронил безделушку, внезапно ставшую значимой перед самым-самым финалом. Но самая страшная форма квестов — те, в которых надо говорить. Не в смысле общаться, а использовать команду «сказать», позволяющую вложить в уста персонажей из клавиатуры все, что захочется. Сказать кодовое слово перед дверью, найти одну конкретную лягушку из сотен, разгадать загадку фей, посылающих на 3 буквы в конце концов. В запущенных случаях эта механика используется как часть более глобального пазла. И тогда по степени своей загадочности и мизантропии Banquet for Fools идет на опасное сближение с квестами. В быту команда «сказать» применяется редко, но равно как и музыкальный слух Вирджила, метко. Дать взятку обиженному горожанину, заказать кофе, вызвать вьючного бычка по имени, если кнопку лень нажимать — все это делается вслух. А если уважить блуждающую богиню и освоить местный эквивалент маяка Ллойда, появятся еще 2 устные команды — поставить точку телепорта и, собственно, переместиться к ней. Не будь порталов, я бы серьезно задумался над парой нелестных слов в адрес игры за бэктрекинг. Прокачка характеристик при получении новых уровней — отдельный сорт головной боли и как раз та самая причина, по которой создание личного отряда мечты у меня заняло так много времени. На словах все просто. С левелапом даются 1 очко характеристики и 3 очка навыков. Но если +1 к силе дает хоть какое-то чувство собственного прогресса, то +1 к владению мечом ощущается каплей в море, так как оперирует игра не единицами и даже не десятками, а сотнями. И чтобы от левелапов был прок, разработчики добавили следующее правило. 3 самых используемых навыка получат множитель прокачки. Но и это еще не все. Также множитель получит любой навык, который персонаж решил развивать с низов, усиленно пользуясь оружием, магией, экипировкой ему неизвестными. И когда один множитель встречается с другим, прирост становится геометрическим. И вишенка... вишневый джем. На экране характеристик вы можете отметить любой навык как изучаемый, чтобы игра фокусировалась на его освоении. Черт побери, это как наблюдать за процессом работы идеально отлаженного механизма. Сначала просто завораживает, а когда начинаешь вникать, восхищает. Но тут возникает проблема выбора. Далеко не каждый навык так уж легко поднять с низов, ведь для получения множителя прокачки он должен оказаться в первой тройке самых используемых. А как использовать, например, доспехи? Через постоянные побои. Поэтому 10 часов проб и ошибок привели к такому выводу: не давать отряду вообще никаких навыков владения оружием, а лишь заложить их основу через выбор правильных характеристик. Да, поначалу будет тяжко, ведь под вашим управлением окажутся оболтусы, не знающие, за какую сторону держать меч. Ничего страшного, узнают. Зато освободится целое очко навыка, позволяющее сделать каждого из героев более гибким. Ну или хотя бы просто научить его носить броню. Доспехи — один из самых неприятных параметров для развития с нуля. Хуже них только приручение животных. Внезапно огромной проблемой стал заработок. Даже клиптомании Шир не хватало на то, чтобы я мог снарядить по последней моде весь отряд. Приходилось нарушать закон Дома Лазур и осквернять покойничков в склепах. Все равно кавинянцев давно нет в живых. Кто хватится пары разбитых урн в древней полуразрушенной усыпальнице? Ладно, пара десятков урн. Ладно, пары сотен урн. Ну извините, деньги не растут на деревьях, и из тел поверженной фауны не выпадают. Даже на квестах тут особо не заработаешь, так как не всегда благодарность очередного мимо проходила выражается в чеканной монете. Дополнительный способ подзаработать — заняться своими прямыми обязанностями стражников и ловить бандитов и расхитителей гробниц, получая за них зарплату. Не зря же в игру добавили переключатель урона на летальный и нелетальный. За труп никто не заплатит. Но не потому, что воллинги такие закоренелые гуманисты, а из-за своего суеверного ужаса перед священными землями Инвимоны, по которым вблизи руин блуждают души умерших. Лучше отправить преступника гнить в изгнании, чем пустить его дух по ветру и однажды увидеть орду нежити у главных ворот. И тут у меня случилось что-то среднее между лудонарративным диссонансом и осознанием уморительно горькой правды. Мои 4 стражника очень плохие ребята. Исключительно по моей вине.
чистят сундуки коллег и простых обывателей, рушат надгробия в поисках античных денег, бьют древнюю посуду, продают контрабанду на черном рынке. Но других таких же мародеров и любителей подзаработать заковывают в кандалы и сдают властям. Двуличные ублюдки. Обожаю их. Чувствуешь себя тем самым Юпитером, которому дозволено то, что не позволено быку. Только быка этого надо еще взять за рога, что порой не так-то и просто. В основном из-за здешней боевой системы. Сами разработчики называют ее не ролевой, а партийной дракой. Что хоть и странновато, какая будет драка, если прийти на бой с луком или прощой? Но в целом дает весьма точное определение. Рулим одним персонажем из команды в реальном времени, ждем заполнения шкалы инициативы, проявляем инициативу врагу промеж глаз. Оружием, магией, сапогом, плечом, по вкусу. Выбор действия не приводит сразу к, действию, а открывает эдакий купол зоны поражения в духе Vagrant Story или Parasite Eve, а игра переходит в режим активной паузы. Поначалу мне казалось, что активная пауза нужна только для выбора цели в спокойной обстановке. Но на самом деле это настоящее золото планирования стратегии в игре. И без нее тут все к чертям развалилось. Пока развернута сфера зоны поражения, вы можете выбрать другую атаку, выбрать другого персонажа, выбрать другую атаку другого персонажа, если его шкала инициативы заполнена, сменить оружие на вторичное, если оно экипировано, сменить боеприпасы у стрелкового и метательного оружия, если они экипированы, выпить пивка, если фляга висит на поясе, залезть в инвентарь, выставить или переставить или отменить боевое построение отряда. И, наверное, еще что-то, о чем я не вспомнил. Разумеется, предусмотрены и наказания во славу баланса. Питье целебных спиртов считается действием и отменяет атаку. Просто посмотреть в карманы персонажей бесплатно. А вот перетащить предмет из сумки в активный слот уже действие. Точнее, полудействие. Полностью шкалу инициативы не отберут, но пенальти в несколько секунд накинут. Все остальное бесплатно. В активной паузе обычная единичка из отряда становится мини-военачальником, решающим, кто чем должен драться и в какой точке карты держать строй. Вот если бы микроконтроля через паузу не было, то вся боевая система превратилась бы в балаган, еще больше, чем она есть. Пока играем одним, трое остальных управляются ИИ и тоже пытаются делать штуки в свой ход. И несмотря на широкий спектр настроек цифровых мозгов, позволяющих выбрать частоту специальных действий, способность менять оружие по своему желанию, агрессивность потребления расходников и еще кучу вещей, сопартийцы бывают туповаты. То рассредоточатся, то убегут за 3-9 земель, где начнут вести какую-то свою войну вне вашего поля зрения. То будут задавлены толпой монстров, так и не подумав выйти из окружения. Приходится брать контроль над этими бестолочами и выводить их из режима идиота. Хоть я и расписал множество вариантов пнуть и гада, в самом начале такого разнообразия не будет. Спасибо навыкам отряда. Еще одному разделу прокачки. Состоит он из активных действий, их модификаторов и целой горы пассивок. В самом начале игры дают на выбор всего 3 активных действия, а дальше уж будьте добры качаться. Причем опыт от боев и квестов падает туда в абсолютном виде без градации по уровням прокачки. Сколько экспы собрали, на такую сумму сможете набрать навыков и их улучшений. Эдакий магазин прокачки, который, если честно, дает чувство собственной прогрессии больше, чем старые добрые левелапы. Станет мой подопечный на +2 крепче держать булаву в руке или аж на +3 лучше дудеть в рог. Шик, класс, огонь. Но когда отряд обучается поднимать павших, проводить добивания, метать противников как в рестлинге, делать рывки и парировать, игра меняется до неузнаваемости. И спустя какое-то время основными источниками геморроя становятся 3 категории врагов. Зерграш рукопашников, жирающий ваших ИИ-тупиц, сыкливые дальнобойщики, до которых сложно добраться, и враги со щитами. Последние — главная боль на протяжении всей игры. Монстры с прочными панцирями, воллинги в броне и полубоссы помимо своего собственного здоровья обладают еще здоровьем их брони. Пока не собьете, любой урон будет им как об стенку горох. И тут у вас 2 варианта. Либо долго ковырять гада, затупляя об него мечи, либо использовать специальное оружие и боеприпасы, рассчитанные на пробивание щитов. Не держали это в уме при создании отряда? Плохо быть вами!
Вражеские язычники — просто катастрофа. Если вовремя не перехватить инициативу и позволить им бесконтрольно плодить призываемых монстров, то они сожрут отряд очень быстро. А вот наши язычники так не умеют. Мешает лимит на удержание призываемых существ, рассчитывающийся от навыка и характеристик, а также 3 очка духа на магию. Не рассчитывающийся ни от чего и просто ставящий перед фактом, что после всего пары заклинаний придется браться за бутылку или делать перерыв. Ну и мое любимое — построение. Купив такой навык отряда, вы сможете приказывать ребятам не разбегаться кто куда, а группироваться в одной точке. Это не только повышает их эффективность в бою против орд мелких гадов и дает бонусы к характеристикам, но и возвращает нас к разговору о тактическом планировании. Ведь не обязательно куковать в строю вчетвером. Берете любимого Воллинга, отцепляетесь от коллектива и начинаете вносить хаос, пока остальная троица держит оборону. Нужно больше хаоса. Через настройку групп выделяете ему помощника, который задачу всегда быть рядом с вами будет ставить выше вашего же требования быть в построении. Отдельное удовольствие — использовать для боевых целей скрытность воровки. Обычно она нужна для того, чтобы открывать чужие сундуки и брать предметы без спроса. Но есть одно важное дополнение. Удар из тени игнорирует защитные характеристики врага. Да и просто кайфово красться мимо большой кучи противников, когда они еще не осознают, что смерть буквально дышит им в спину. Шир в моем случае умудрилась зачистить добрую треть бандитского форта, просто прокравшись внутрь, пока остальные персонажи через построение стояли поодаль и ждали, когда начнется суматоха. Мощный удар камнем из пращи через скрытность, усиленный эффектом отравления для двойного урона, и задохлик лучник складывается, не подняв тревоги. Потом второй лучник, третий. Когда Шир видела, что кто-то из ближников форта отбивался от стаи, она пыталась прикончить его одна, отводя подальше от коллег. И она столько увлекся со своей резней из тени, что напрочь забыл о группе поддержки. Причем не только о своей, но и о стражниках Авендура, которые стояли рядом и ждали команды. Опускания моста и удара в колокол, чтобы влететь в возникшую мясорубку и поддержать нас мечом и, если есть у кого, щитом. Не, одной Шир хватило для того, чтобы потребность в них сама собой отпала. Остатки армии форта добивались уже всем квартетом. А вендурцы аж дар речи потеряли, узнав, что всего одна группа из форта Новозур отправила на каникулы в изгнание целую армию бандитов. И верх иронии. Я в этот квест вляпался, когда пытался идти по бумажной карте, чтобы получить чертову лодку, обещанную Павурой. Ну что ж, заодно подзаработал. И это не единственная история на память, которую подарила мне игра. В какой-то момент отличились Рик Коннор и его решимость стоять на ногах до победного конца. Было дело в глубоком-глубоком лесу на северо-западе Инвимоны, где мой отряд помогал выжить группе очередных авендурцев, которую отправили уничтожить демонических волков. Собрав потеряшек, мы одной дружной кучкой свалили бревно, не дававшее пройти, и начали рейд на босса. Ну и на нас подперли со всех сторон. Волки — это в принципе одни из самых грозных противников во всей игре, если не самые грозные. Пару-тройку волчат еще можно запинать коллективными усилиями, зато всего одна взрослая особь без проблем может разметать плохо прокачанный и неподготовленный отряд. Да даже раскачанные профи после такого замеса почувствуют себя выжатыми и начнут мечтать о мягкой кроватке в ближайшей гостинице. И представьте картину. На мою армию в 14 лиц выходит с добрый десяток взрослых волков и еще с десяток мелюзги. Всего минута, и от огромной толпы стражников ничего не остается. Я отпивался всеми видами спиртов, использовал лучшие боеприпасы, старался в один ход зацеплять как можно больше гадов. Но в своей самой лучшей попытке я пришел к тому, что к концу боя помер весь мой отряд. Кроме Риконора, да и тот наладан дышал. Но вместо очередной загрузки я дал Риконору шанс на подвиг. Собрав все бухло с коллег, лежащих в обмороке, Риконор начал погружаться в логово зла. Редкие атаки одиночных волков и близко не походили на стартовый ад. Да и в битвах 1 на 1 Пасаарен с булавой чувствовал себя увереннее, уворачиваясь практически от всего, что чудища пытались против него предпринять. И вот она, вотчина босса. Ну и гад оказался пусечкой. Все действия этой огромной волчьей головы, торчащей из лужи крови, сводились к тому, чтобы призывать себе подмогу, создавать наземные преграды и лениво огрызаться, если Риконор пробегал рядом. План которого, Риконора, был прост: бить бесконечные орды мелких волков, копить заряд для суперприема, после чего разряжать его об босса. И пить.
И пить. И снова пить. После примерно получаса нервной беготни босс наконец-то сдался, оставив Реконора на грани выживания, а меня с чувством целого пережитого приключения. И с ростками назревающего поворота сюжета. Ведь впервые за 60 часов изучения острова наконец-то произошло что-то значимое. И за помощь с волками градоначальник Авендура пожаловал мне целый дом. С этого момента мои 4 алкоголика перестали быть бомжами-убийцами, ведь у них официально появилась своя собственная жилплощадь. Да еще и с личным сундуком, куда можно скидывать отработанные квестовые предметы на случай, если они вдруг пригодятся снова. Инвентарь. Пожалуй, самая олдскульная часть игры, не тронутая никакими благами современности. В нем нет ни сортировки, ни поиска по названию. А карманов-то у нас от 4 до 6, по одному на персонажа, еще один у вьючного бычка, а также сундук дома в Авендуре. И каждый из них требует порядка, иначе найти что-то в них станет очень сложно. Хорошо тут хоть не как в Альбион, и тащить со стола каждую тарелку нельзя. Но походная сумка все равно забивается с пугающей скоростью. А если не забивается, то перегружает персонажа из ограничения на переносимый вес. С тяжелой ношей стража начнет плестись так, как будто у них слон в штанах, а при полном перегрузе чувачок просто встанет на месте. Я бы перечислил еще несколько неоправданно архаичных тормозящих факторов, но не знаю, имеет ли смысл. Дело в том, что Карыч блогер старомодный. Вместо того, чтобы сложить свое мнение по обзорам ведущих опинион-мейкеров и сгенерить текст в нейросетке, я потратил пару недель на то, чтобы пройти игру, а потом еще вложил пару недель на то, чтобы вручную вбить текст обзора. И за это время Джо и Ханна без дела не сидели и, прислушиваясь к замечаниям игроков, исправляли Banquet for Fools. И толку мне теперь жаловаться на кузнеца, которому надо сначала отдавать в ремонт оружие, а потом броню, если в очередном обновлении появилась возможность починить экипировку в один клик. Также я хотел придраться к зачарованиям, которые можно было получить у богов, но вот заменить никак, и приходилось продавать свое оружие и покупать взамен другое и чистое от божественного вмешательства. И это доработали. Вместе с миллионами багов, тысячами глитчей, сотнями софтлоков и десятками черных экранов сломанных скриптов. Одно из таких исправлений даже я застал. Есть в магии школы лозы заклинания, которые создают живой мост через непроходимые области. Забраться куда-то с помощью лозы прикольно, а вот выбраться, когда растения пропадут, другой разговор. И если дух закончился, пополнить нечем, запасных свитков нет, то останется только надеяться, что последнее сохранение делалось недавно. Но не слишком недавно. А потом Ханна и Джо сделали так, чтобы лоза не пропадала насовсем, позволяя таким образом свободно по ней перемещаться и после действия магии. Я вообще сначала воспринял это как косяк и пошел было жаловаться, но нет, все-таки фича. Похожая история и с багами. Когда я игру проходил, их было несчетное количество. То кофе ломал экономику, то телепорт работал там, где явно делать этого не должен. То гличили интерактивные объекты и состояние персонажей. То квестовые предметы принимались торгашами без задней мысли. То еще что-то. И пока я играл, каждое обновление что-то доменяло. Ну и смысл мне теперь ругать то, чего либо уже нет, либо рискует перестать быть после очередного патча. Тем более, что на момент произнесения этих слов Hannah and Joseph Games планомерно движутся к релизу версии 1.1, в которой они обещают не только внести очередную гору правок, но и добавить немало нового. Те же ачивки, например. А где-то вдалеке маячат обещанные планы на локализацию. Что ж, забираю свои слова обратно. Ранний доступ не закончился, он просто сменил название. Banquet for Fools — пример игры, которую нельзя полюбить немного. Вы либо зарываетесь в это приключение с головой, либо удаляете его, не выйдя из стартового города. Да, она требовательна. Да, она ожидает вовлечения не только в хитросплетение своей непонятной истории, но и практически во все, что относится к взаимодействию с игрой. Карта со временем будет обрастать маркерами и пометками, и все они будут поставлены или нарисованы вашей рукой. 4 балбеса, спасающие урожай Пипуры от призраков прошлого. Это лично ваши 4 балбеса, слепленные сначала из слез и непонимания, а потом из боевого опыта. Даже языческая магия, которую приходится рисовать кровью и самоцветами самостоятельно, становится как родная. Banquet for Fools пьянит похлеще всех здешних вин. Ну, на этом у меня все.
А пока... Пока... Ах, инвентарь. Ой. Пожалуй, самая олдскульная часть игры, не тронутая никакими благами современностями. Современностями. Ми-ми-ми. Сегодня мы понаблюдаем за похождениями 4 алкоголиков во время пиршества... Сегодня мы понаблюдаем за похождениями 4 алкоголиков во время пиршества для... Пиршества. Господи, там нет «в». А я вообще пишу, блин. Уселся. А, пишу.